Это идеальный летсплей, и именно поэтому я хочу в этой серии полностью очистить мир. Помимо этого я расскажу, каких боссов я убил, что я в общем сделал с прошлой серии, которая была почти месяц назад, и просто расскажу по мелочам, что я сделал. Но для начала вообще здорово. Хочу напомнить, что я снимаю не только терку, поэтому можете глянуть на канале. И все, перехожу к ролику, не отвлекаю. Итак, первой стадией моего плана «Субботник» стала подготовка к убийству всех мехов. В прошлой серии я заранее подготовил себе снарягу на воина, поэтому было решено не мудрить с классами, и я пошел самым сложным путем. А именно решил убивать мехов за воина, то есть за класс, который вообще для этого не предназначен. Может быть, я не прав, можете осудить меня в комментариях, но честно, я его рот ебал. Да, мне отключили монетизацию, я теперь так могу говорить. Кстати, хочу напомнить, что стимпанкер приходит не после убийства 3 мехов, а 1. То есть, если вы хотите очистить мир заранее, то вам не нужно убивать 3 мехов, вам достаточно убить 1. Но я решил сразу 3, потому что после этого у меня есть кое-какая идейка. Поэтому я начал готовиться и с первой попытки никого не убил. Да, я знаю, что они легкие, но поверьте, когда ты 300 часов играешь в The Hard Mode, ты уже забываешь, что сложно, что легко. Для тебя уже все легко. Но мехи на мастере — это жесть. У них реально статы прям супер бафнутые. Я хз, что с ними делать. Просто если вы не шарите, то мастер — это сломанный баланс. То есть для игрока фатально каждая иголочка, вообще каждая ошибка. То есть на мастере вообще играть не надо. Если вы кайфуете и хотите играть нормально, эксперт. Но это мое гигантское прохождение, и поэтому здесь мастер. Чтобы как бы подольше длилось, чтобы я больше времени там на боссов потратил. Ну, вы понимаете. И именно поэтому из-за своей ошибки, когда я поставил мастер, я сначала не смог убить мехов. Поэтому я решил пойти подготовиться, и как гигачат взял сильную еду, дефолтный баф регена скорости, а также защиты, и резко пошел порыбачить, чтобы получить разного рода лут, а также 2 часов для скипа дня и ночи, одни из которых можно получить, если кинуть обычную версию в шиммер. И вместо того, чтобы пойти убивать мехов, после вот всего этого сетапа, я пошел фармить освещенный биом. И если честно, я сам не знаю, нафига я это пошел делать. Я даже дефать себя из прошлого не хочу. Но выбив маунт единорога, я, видимо, прозрел, потому что я пошел на близнецов. Но запись босс-файта с близнецами и остальными мехами уже утеряна, ибо у меня сломался диск. Я чудом вытащил оттуда остальные записи, то есть где-то 90%, но, к сожалению, некоторых у меня все же больше нет, и я их никак не смогу восстановить. Сори за такие костыли, зато по делу. Кстати, в процессе убийства мехов я нафармил фруктов жизни на своей гигантской ферме, сделал новый меч, новую вагонетку, а также святой сет. После чего я решил по приколу заапгрейдить перчатку, но для этого мне нужен был кастет. Он падает с багряных мимиков, которых можно встретить в биоме заражения, либо заспавнить вручную при помощи ключей. Сначала я их фармил при помощи ключей, но когда потратил все свои эссенции и в отчаянии пошел на ферму мобов, мне подвернулась удача, благодаря чему у меня теперь вот такая перчаточка. Плюс немного исправил ферму, которую мне еще предстоит переделать. А еще мне предстояло не переделать, а почистить ферму фруктов жизни, что я и сделал, и даже добавил конвейеров. Согласитесь, так намного лучше. Ну а теперь, после традиционного апгрейда аксов, перековки и крафта истинной грани-ночи с киркопилом, можно переходить к главной цели серии, а именно к полному очищению заражения. И помните, что я до этого говорил, что убью еще босса? Так вот, Плантера здесь. После ее первого убийства заражение замедляется в 2 раза, что мне только на руку. Поэтому я так и сделал. И убил. И, во-первых, да, 4 босса за серию идеального летсплея, а во-вторых, я удивился, что легко ее убил, потому что до этого у меня всегда это давалось тяжело. Что ж, странно, но она все же побеждена. Можно идти копать хлорофит, а я трачу последние деньги на очиститель и кучу очистительного раствора. Если вы думаете, что прямо сейчас я буду просто везде бегать и все очищать, то вы ошибаетесь, потому что как раз этот момент у меня и был продуман заранее. Он заключается в том, чтобы бурить все места, где есть багряницы освещения, туннелями 2 на 2. И уже после того, как они будут готовы, пролететь их с очистителем. Начал я с очищения ледяного биома, потому что там у меня стоял пилон, который я никак не мог использовать из-за конченного заражения. Я очень долго бурил этот зимний биом, так и сяк, но в итоге зимний биом был готов к очистке. Очищение происходило очень долго, но в итоге большая часть заражения уже была убрана. И можно было переходить дальше, а именно к нижней части. К счастью, я еще давным-давно продумал систему, которая полностью отделяет почти все биомы друг от друга. И в случае заражения одного, оно не перейдет на другой. Так и произошло. 2 багрянца были изолированы, но 2 маленьких кусочка из них выходило. Это произошло из-за убийства мною там стенки, после смерти которой огромной буквой В спавнится заражение. Но, как мы помним, верхняя часть, которая как раз-таки уже отделена от мира, полностью очищена. Поэтому у меня осталось 3 проблемы. 2 маленьких и 1 большая. Я не буду рассказывать, как я долго копал
копал и очищал, но просто со старания поддержите видос активом. А я перехожу к результату. Да, у меня осталось 2 багрянца, но они изолированы, поэтому с их очисткой я могу не торопиться. А вот с освещением ситуация иная. Мало того, что оно уже захватывает джунгли, оно еще и подпортило мне ситуацию под моей базой. Поэтому с этого куска я и начал. Снова копаю, снова очищаю, готово. Ну а теперь самый огромный кусок освещения тоже очищен. Как и маленький, который начинал заражать джунгли. Как же я тогда задолбался копать и очищать, это не передать словами. Ну и раз осталось только 2 багрянца, можно, во-первых, почистить остров, а во-вторых, пофармить денег, потому что у меня их уже нема. Да, вы можете сказать, что я могу сходить на ферму мобов, но она временно приостановила свою работу. Поэтому мне пришлось выкручиваться и убивать 50 мимиков. Да, именно 50, потому что первые 26 мне нужны были для знамени, а остальные 24 для фарма уже со знаменем. Такой способ фарма денег очень хорош. Правда, для этого у вас должно заваляться 2500 эссенций света в сундуке. Теперь, попродавав все, что с них выпало, у меня уже было побольше денег. И я отправился делать, как я думал в тот момент, последний рывок. Поэтому я специально оставил несколько блоков заражения дома и очистил оставшиеся багрянцы. Но тогда я и не мог подумать, что произойдет дальше. Потому что когда я позвал рандомного саба со своего ДСа, чтобы он очистил последние блоки, произошло это. В противном случае ты был кикнут. А ты должен к дране где подойти, ачивка? И на статус нажать. Ко мне нажимать, типа тебе. 1%? Да. Оказалось, что где-то остался последний процент освещения и багрянца. Но я строго решил, что найду их и получу ачивку за полное очищение мира. Поэтому, полазив по миру при помощи сайта TerraMap с фильтром на очищение и багрянец, мной были найдены эти двое. Один был под лавой, видимо, упал, когда я копал туннель, а второй прямо в обсидиановом здании в аду. Как вы понимаете, они были очищены, и я все же получил ачивку, ради которой все это делалось. И чтобы вы не подумали, что я там зря позвал подписчика или что-то такое, он не обиделся. У меня есть его ДС, и я его звал, но там что-то был занят, короче, лоханулся ты. Но самое забавное в этом то, что мой план субботник был реализован именно в субботу, поэтому субботник реально оказался субботником. Спасибо за просмотр, удачи, пока.